Вы будете в шоке, но в профессиональном дрифте участвует настоящий царь. Я сейчас про Аркадия Цареградцева, одного из самых сильных спортсменов в мире. И в этом видео вы узнаете, как Аркаша попал в автоспорт, почему его прозвали Царем, кто вышел победителем в противостоянии Цареградцева и Гонщики и как добиться признания на мировой арене. А в конце вы узнаете много новых фактов о его автомобилях. Приятного просмотра! Ну что, я же обещал вам сделать ролик про Аркадия Цареградцева. Время для этого как раз пришло. Но для начала давайте разберемся, кто такой этот ваш царь. Аркаша родился 5 декабря 1982 года в Красноярске. Он с самого детства увлекался автомобилями, поэтому-то и попал в автоспорт. Но самое примечательное то, что Цареградцев стал тем, кто, по сути, создал дрифт-культуру в России. И об этом подробнее я расскажу чутка позже. Увлечение гонками и автоспортом у юного Аркадия появилось после выхода знаменитого фильма «Форсаж». Мне кажется, в то время огромное количество молодых людей влюбились в гонки благодаря нему. Думаешь, Дикей это что? Долбаный конг? Дрифт-король. Дрифт? Да. В каком это смысле? Словарь еще нужен? И поначалу родителям царя не очень-то нравилось новое увлечение их сына. Почему? А вы представьте, что ваш ребенок идеально учится в школе, получает самые высокие баллы, а после 5 класса скатывается до троек. А в 16 лет Цареградцев и вовсе брал у отца его машину «Москвич 412», чтобы кататься на нем. Мало того, что это было по сути вне закона, и если бы юного Аркашу поймала полиция, то его могли бы отправить за решетку или выписать огромный штраф, так он еще и управлял ей максимально странно. Как именно? Ну, к примеру, юный гонщик любил отправлять старенький «Москвич» в занос. В первое время у него это не особо-то получалось, и машина часто оказывалась на бордюрах, из-за чего сильно страдала. Так что за подобное увлечение будущему царю дрифта часто прилетало от родителей. А еще зимой Аркаша гонял на летней резине, как раз на том «Москвиче». По его словам, он пытался еще лучше почувствовать автомобиль, и, забегая вперед, это ему очень сильно помогло. Чуть позже царь пересел на автомобиль ВАЗ, а после нее и вовсе купил себе японскую иномарку. Об этом вы тоже узнаете чуть позже. А что стало с «Москвичом»? Его угнали наркоманы, разбили его, а потом и вовсе украли оттуда все, что плохо прикручено. Так что, когда Аркаша нашел свое авто, от него по сути ничего не осталось. После школы Цареградцев пошел учиться в университет. Грызть гранит науки ему пришлось в металлургическом университете. И, как вы могли понять, учеба там Аркаше не очень-то понравилась. Ему было больше по душе заниматься автомобилями. Да и работать на дядю он не хотел, ведь еще в 9 классе он торговал дисками на радиорынке, и там он прочувствовал весь вкус предпринимательской деятельности. Проучившись пару лет в том университете, он перевелся в другой, специализирующийся на авиации. Но и эти занятия в будущем ему не пригодились. После работы на радиорынке Аркаша решил устроиться в компанию, которая занималась импортом японских автомобилей. И тогда-то он и купил себе первую иномарку. Ей стала Honda Integra. После нее был Subaru Forester, а затем появилась Mazda RX-7. Все это было в 2000-е годы, когда популярность автоспорта только росла. Тогда-то он и познакомился с Гонщикой. И я хочу сказать, эта встреча была судьбоносной. Именно с Григорием Чевчаном, о котором уже есть выпуск на канале, они стали организовывать первые соревнования по дрифту.
Тут я бы хотел отметить, что Аркаша давно старался делать различные мероприятия. К примеру, он увлекался работой диджеем. Правда, из этого ничего путного не вышло. Зато организовывать гонки, привезти туда аппаратуру, пригласить музыкантов и сделать все это качественно у него получалось вполне отлично. Собственно, все эти организаторские навыки ему очень помогли в будущем. Царь и Гонщика буквально зародили дрифт в России, ведь в 2008 году, когда они только встретились, хороших мероприятий по дрифту попросту не было. Тогда-то молодые гонщики и принялись создавать что-то свое. Первым таким мероприятием стали соревнования Дрифт Battle. Они проводились на самой обычной бетонной площадке, и лучше этого соревнования не было буквально ничего. Правда, в те года дрифт выглядел не так зрелищно, как сейчас. Автомобили были медленными и маломощными, а пилоты не особо знали, что такое дрифт. Так что и Аркаша, и Гоша не принимали в них участие, а лишь занимались организацией. Но именно этот момент становится отправной точкой для одной из самых известных гоночных серий по дрифту в мире. Ну а меня поражает то, что именно Цареградцев стал главным двигателем прогресса. Всем привет! С вами Аркадий Цареградцев, самый мощный в мире! Если бы не он, сегодня дрифт был бы лишь в Японии и некоторых странах Европы. Ведь в 2009 году Царь кое-как договорился с руководством новой гоночной трассы «Красное кольцо» о проведении Дрифт Battle. Тогда-то и проводились первые дрифт-заезды. Я хочу отметить еще кое-что. «Красное кольцо» изначально строилось для самых обычных кольцевых гонок. Там должны были гонять более известные гонщики на мощных машинах, но никак не уличные водители, которые просто ставили свои тачки боком. Так что, когда Аркаша пришел к руководству Красного кольца с предложением о проведении Дрифт Battle, те покрутили у виска. К счастью, они все-таки согласились, и это решение очень сильно помогло как Аркаше лично, так и всем дрифтерам в мире. Ведь проведя серию Дрифт Battle, которая начала набирать популярность, к руководству гоночной трассы пришло осознание, что эти соревнования очень перспективная затея. А еще они увидели, что Цареградцев обладал удивительными организаторскими способностями. Так что в 2010 году именно Аркадий стал новым директором этой самой трассы. Но вы не подумайте, что Аркаша занимался лишь организацией. Как он сам отмечал, поначалу ему это все очень нравилось, но спустя время он понял, что упускает что-то крутое. Ведь он и сам вполне неплохо гонял и мог составить конкуренцию даже Гонщике. А Григорий в то время уже вовсю принимал участие в Дрифт Battle. И после того, как Гонщика стал чемпионом в 2011 году, происходит очень значимое событие. Но перед этим я бы хотел отметить, что Аркадий во время своей работы на Красном кольце познакомился с Анатолием Зарубиным. И это еще одно из главных событий в мире дрифта. Почему? Да потому что Зарубин стал одним из лучших журналистов из мира автогонок. Его видео, которые в красках и подробностях описывали происходящее на соревнованиях по дрифту, сейчас набирают миллионы просмотров. А Аркаша стал одним из главных лиц на его канале. И именно Зарубин показал миллионам людей по всему миру всю красоту дрифт-гонок. Так вот, к чему я это все. Одним из первых выпусков на канале Анатолия стало видео о подготовке новой тачки Царя. Это был знаменитый Nissan Skyline 32. И самое важное то, что в этом выпуске Цареградцев бросил прямой вызов Гонщике. После этого события Григорий также снимает видео совместно с Зарубиным, где он принимает вызов. Так и зародилось самое знаменитое противостояние среди русских дрифт-гонщиков. Чем закончилось то противостояние? А я вам отвечу, оно все еще продолжается. Да-да, уже почти 12 лет Аркаша и Гонщика соревнуются между собой. И это легко прослеживается в выпусках, которые выходят на канале Зарубина. Ну а в том далеком 2012 году, когда об их соперничестве только начали узнавать, сезон Дрифт Батла выиграл как раз Гонщика. Аркаша в тот момент стал вторым. Почему это противостояние стало культовым? Да потому что Аркадий и Григорий были лучшими дрифтерами в то время.
Как таковой конкуренции не было, и скорее всего это было из-за того, что соревнования проходили локально, на Красном кольце в Красноярске. Лишь немногие гонщики из других регионов решали поучаствовать в соревнованиях, хотя дрифт становился все популярнее, и это надо было как-то решать. Знаменитый дрифт-баттл прожил до 2013 года. В том сезоне, к слову, победил Аркаша. Ну а после появилась российская дрифт-серия. Те самые соревнования, где принимают участие одни из лучших гонщиков со всей планеты. И огромный вклад в организацию этих мероприятий внес как раз-таки Аркадий. Соревнования стали проводить на разных трассах по всей стране, так что теперь дрифт-культура стала развиваться во всех регионах. Да и конкуренция наконец-то начала появляться, ведь где-то до 2015 года на подиум претендовали лишь Царь и Гонщика. Но самым значимым для российской дрифт-серии можно считать 2013 и 2014 год. Почему? Да все просто, именно тогда Аркаша и Гонщика отправились в Японию, место, где зародился дрифт. Там они принимали участие в самых престижных соревнованиях всего мира. Мероприятие называлось D1GP. Это событие буквально взорвало интернет. Повсюду трубили о том, что российские гонщики смогли попасть на эти престижные соревнования. Правда, тогда мало кто мог подумать, что Аркаша и Гонщика составят хоть какую-то конкуренцию. Но как же они ошибались. Хоть Аркашу и Гонщику и позвали в Японию на соревнования, в них вообще никто не верил. И я прекрасно помню те времена. На родине говорили, что ребята не смогут составить конкуренцию гонщикам, которые десятилетиями занимаются дрифтом. Да и в стране восходящего солнца к участию российских дрифтеров относились весьма скептически. В 2013 году Гонщика участвовал на своей машине, Аркаша же поехал туда в составе команды, но и это был значимый для спортсмена момент. Тут я бы хотел чутка отойти от темы и рассказать вам, как проводятся соревнования по дрифту. Сначала идет этап квалификации. Гонщики проходят трассу в одиночку, а специальная телеметрическая система оценивает то, как они это делали. На основании этих данных спортсменам выдаются баллы, и все те, кто прошел дальше, продолжают соревноваться уже в парных заездах. Так вот, на D1 в 2013 году Гонщика смог показать отличный уровень. На квалификации японские комментаторы думали, что это очередной участник, который сейчас покажет посредственный дрифт. Но они были буквально шокированы увиденным, ведь Гонщика смог пробиться в топ-16 и составил отличную конкуренцию другим гонщикам. Так что теперь об этом парне трубили буквально откуда только можно. Но это видео все-таки про Аркашу. Так вот, Царь изначально не хотел ехать в Японию. Как он сам вспоминал, ему несколько раз предлагали поехать вместе с Гонщикой, хотя бы просто посмотреть. И тогда он все время сомневался, а нужно ли ехать или нет. Но в один момент он проснулся и понял, что упускает что-то важное. Так что он все-таки решился отправиться туда на соревнования. И не прогадал. Ведь после D1 в 2013 году их с Гонщикой стали приглашать на соревнования все последующие года, а японские гонщики начали участвовать в российской дрифт-серии, понимая, что там очень хорошая конкуренция. Так, в 2014 году Царь выигрывает этап в своей родной Сибири, а в самом главном соревновании года, которое называлось «Супердрифт-битва», он занял второе место, уступив все тому же Гонщике. Но самое показательное то, что на стадии топ-8 он смог пройти известного японского гонщика Хибина Тецуя. В 2014 году Аркаша принимает участие на D1 Prime Ring GP, и там он показывает отличный заезд против многократного чемпиона мира Йоши Имамуры. В 2015 году участвует на арендованном автомобиле все в тех же соревнованиях, где показывает просто отличные результаты. Но самое примечательное то, что в 2017 году, когда проводился первый интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту, Аркаша занял второе место. Да-да, это те самые соревнования, где гоняли самые лучшие гонщики со всей планеты. Кстати, в последующие 2 года Гонщика занимал там первое место. В общем, я могу с уверенностью сказать, что Цареградцев – отличный гонщик.
Кстати, как вы думаете, за что Цареградцев получил свое прозвище «Царь»? Как раз-таки из-за результатов, которые он показывал, а также за счет своих организаторских навыков, благодаря которым и зародилась знаменитая российская дрифт-серия. В общем, Аркаша – один из лучших гонщиков всей планеты. И пора бы мне рассказать, какие у него были автомобили. Одним из главных гоночных болидов, который на долгие годы запомнился всем любителям автоспорта, стал Nissan Skyline GT-R 32 и 34. И его характеристики просто поражают. Ведь мощность этого автомобиля в его самой крутой настройке достигала 1000 лошадиных сил. Правда, в то время, когда Царь гонял на GT-R, столь мощный двигатель был избыточен, так что он ограничивался всего лишь 800 силами. Лично мне очень нравится дизайн 34-го Skyline, особенно его задняя часть и левая фара, ведь Царь решил выделиться и сделал, казалось бы, из обычного фонаря произведение искусства. Гонщики, которые следовали за Цареградцевым, могли наблюдать перед собой смешной череп с красными глазами. Это же просто гениально. Но больше всего мне нравился его гоночный болид. Кажется, Аркадий придерживался политики «один бренд на всю жизнь». Ведь сейчас он гоняет все так же на Ниссане, правда, уже совсем другой модели – Nissan 370Z. И его характеристики в прошлом сезоне точно так же поражают, ведь мощность мотора свыше 1000 лошадиных сил. И эта машина стала самой мощной дрифт-тачкой во всем мире. Но больше всего меня восхищает то, что этой мощности настолько много, что в одном из заездов в Сочи его покрышки буквально загорелись. Благо, никто тогда не пострадал, кроме кузова автомобиля. А вам нравится его машина? В конце я бы хотел поделиться с вами своими мыслями. Лично я болею именно за Аркадия. Мне очень нравится его стиль вождения, да и то, какие у него жизненные ценности. А вам понравилась история царя дрифта? Пишите в комментариях, о ком мне сделать следующее видео. И спасибо за просмотр. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.